Гриль Карл Вельмер разогрет как следует. Сегодня я приготовлю шашлык из продукта, который мне для шашлыка нравится больше всего. Вы не поверите, это не баранина, не говядина и не свинина, это утка, утиная грудка. Я еще не ел шашлыка вкуснее, чем из утиной грудки. Нарезаю довольно крупными кусками. Есть один секрет. Чем грудка жирнее, тем и шашлык вкуснее. У меня принцип такой. Чем лучше продукт, тем нежнее должен быть маринад. Иногда соли и перца для очень качественных, очень дорогих продуктов более чем достаточно. Но бывают маринады, которые способны улучшить даже самый лучший продукт. К таким относятся, например, терияки. Соус, в принципе, на основе тоже сои, но от соевого соуса отличается тем, что в нем содержится мед и сахар. И он имеет отчетливую еще и кисленькую нотку. Этот соус можно подать к столу, готовому шашлыку, готовому мясу, а можно замариновать им. Причем терияки как бы глазируют продукт, покрывают его корочкой. И есть еще одно свойство у терияки. Скорее психологическое, нежели кулинарно-вкусовое. Когда готовишь терияки, все очень быстро румянится. И поэтому я уверен, что с терияки вы никогда ничего не пережарите. Если говорить об утке, то пережарить утку – это самое большое преступление перед несчастной водоплавающей птицей. Ну вот и все. Можно нанизывать и начинать готовить. Даже не ждите, пока там эти терияки пропитают мясо. Ничего он толком не пропитает. Его работа на поверхности. Казалось бы, при чем здесь грили, при чем шампуры? Да дело в том, что даже на гриле при помощи шампуров очень удобно переворачивать, когда речь идет о небольших кусках. Если куски крупные, скажем, готовил бы я эту утиную грудку целиком, то, разумеется, щипцы. А если куски небольшие, пока каждый кусочек перевернешь. Так что удобнее на шампуре. И даже в Японии очень часто готовят курятину, либо утку именно на шампурах. Гриль как следует разогрет, но утки, как, впрочем, и мясу, и чему угодно, что мы собираемся приготовить на гриле, лучше всего нагреться до комнатной температуры. Поэтому начинаю я вовсе не с утки. Утка будет готова очень быстро, невероятно быстро. Я начинаю с гарнира. И вот гарнир сегодняшний будет очень необычный. Ребята, это персики. Попробуйте запечь персики в гриле. Это вкусно. Это лучше любого соуса. В гриле Карл Вельмер 4 нагревательных элемента. Каждый из них регулируется по отдельности. Но персики я разложил между нагревательными элементами, потому что непосредственно над нагревательными элементами будет расположена уточка, которой температура нужна пожарче. Обычно ведь на гриле, если там готовят мясо, что добавляют? Можно там лук крупно порезать, там болгарский перец, помидоры, все это как бы идеально подходит. Но к такому тонкому мясу, как утиная грудка, попробуйте использовать фрукты. Мушмула замечательно сработает, здесь замечательно сработают персики, груши и даже ананас. Я не случайно уложил шампуры утиной шкуры вниз. Она жирная, жир закапает сейчас на нагревательные элементы, и утка как бы подкоптится, приобретет особый грильный шашлычный вкус. Откроем, проверим. Ого, в самый раз. Кое-где жира накапало столько, что уже даже вспыхнуло.
Ну и ничего страшного, перевернем, да и все. Знаете, чем хорош гриль Карл Вермер? А вот не надо тратить время на долгий розжиг угля, на разогрев. Буквально 10 минут, и у меня все уже шипит, шкварчит и жарится как нельзя лучше. Персики. Персики будут готовиться немного дольше, чем утиная грудка. Вы это должны иметь в виду. Их можно приготовить и при закрытой крышке. И вот если вам попадутся персики недозрелые, а честно сказать, они вам такие и попадутся, других просто не довести до сюда, то это будет очень хорошо. И они сейчас станут мягкими, потом мы с них снимем шкурку, удалим косточку блендером. Ох, какой это будет соус! Какой это будет соус! Надо иметь в виду, что сам по себе гриль Карл Вермер, в отличие от многих других грилей, не дымит. Потому что, когда сгорает природный газ, образуется СО2, углекислый газ, и вода. Просто-напросто посмотрите формулу что бутана, что метана, любого природного газа. Ничего другого образоваться не может. А дымит утиный жир, когда он капает на нагревательные элементы. Утиный сок из утиного мяса, он тоже дымит. Но это такие приятные ароматы, лишать которых себя ни в коем случае нельзя. Поэтому если у вас есть веранда, балкон, и если ваши соседи не против запаха, который иногда раздается из вашего казана, либо с ваших сковородок, то они не будут против гриля, то они не будут против того, чтобы вы использовали гриль Карл Вермер по соседству. Пахнет от него просто едой. Но ни в коем случае не сгоревшими дровами, не каким-то там дымящим углем. Нет, это не мусоросжигательная машина. Это устройство для приготовления отличной еды. Я вам про что говорил, да? Терияки. Вот он как работает терияки. Уточка уже потемнела, по крайней мере, со стороны шкуры, потому что она чаще лежала именно шкурой вниз. Убираем ее на полочку, и ничего у вас не пригорит. Все останется золотистым, прекрасным, может быть, красноватым. Верхняя полочка предназначена для того, чтобы довести мясо, утку, курицу, что бы вы ни готовили, хоть рыбу, до готовности. Предвижу досужую болтовню, мол, утка очень жирная и поэтому вредная. Ничего подобного. Готовьте правильно, готовьте так, как я вас учу. Сейчас весь жир капает здесь буквально как дождь. И пусть капает на персики. Персики от этого станут только вкуснее. Прикрываем крышку и ждем, когда дойдет до готовности. Буквально 5-6 минут. Ну вот и все. Шашлык из утки уже готов. Персикам еще стоило бы поготовиться. И пусть готовятся, нам торопиться абсолютно некуда. И полюбуйтесь, какую получилась эта грудка. Кто любит позажаристее, пожалуйста, есть зажаристая. Кто любит посветлее, она все равно готова полностью. Чтобы хорошо приготовились персики, чтобы они не протекли сквозь решетку, вот что мы сделаем. Мы все персики, вот он, посмотрите какой, видите? Вот они какие стали, видите? Уже и сок с них бежит, и они стали мягкие, как помидор. Персики следует переложить в форму из фольги. Пусть вот этот волшебный сок, который в них все-таки содержится, несмотря ни на что, сохранится и дойдет до стола. Мы теперь будем запекать их прямо в этой форме. И как бы дешево не стоил у нас газ, выключаем лишние нагреватели. На этих двух нагревателях за 10 минут дойдут и персики. Айда я вам покажу, какую получилась утка на разрезе. Да взять вот хотя бы эти куски, что потолще. Дело в том, что многие считают, будто утка, мясо, баранина, не знаю, что угодно, все это должно иметь в готовом виде серый цвет. Нет, это не так. Особенно относительно утки это абсолютно не так. Утка внутри должна быть розовая. Вяленая утиная грудка вовсе не проходила никакую термообработку. Тем не менее, она абсолютно безопасна. Полюбуйтесь, посмотрите. Идеальная сочность. Ох, аппетит разгорается, как у собачки Павлова.
На самом деле хорошо получилось. Безо всякой рекламы хорошо получилось. Давайте попробуем все по кусочку и друг друга поснимаем. Да, бери. Снимайте его. Что ты чудуешь на нее? Ешь так. Следующее. Валерка, попробуй. Еще не поел ничего. Замечательно. Что самый маленький берешь? Бери нормальный кусок. Саша, идем сюда. Лина, идите. Доску протереть, но лучше все равно перевернуть на чистую сторону, потому что сейчас мы будем заниматься персиками, фруктом. По одному доставай, обрезай с косточки и складывай вот в эту кастрюльку. Хорошо? Пюре. Младенцам давать надо такое. О! Никто не хочет попробовать жареный персик? Хорошо, раз никто не хочет. Горячий. Гриль Карл Вернер греет, что надо. Сейчас нам понадобится блендер. В данном случае топориками могут воспользоваться круглые болваны. И еще, но я отлично понимаю, что мне напишут в комментариях. Многие наверняка вспомнят программу Юлии Высоцкой, где она тоже пыталась приготовить утиную грудку, и там все горело вот таким пламенем, и утка у нее, к сожалению, тоже сгорела. Я категорически против травли, которую устраивают подлецы ради собственного пиара, либо удовлетворения собственных каких-то амбиций. В кулинарии у них ничего не получилось, но теперь вот отрываются, значит, устраивая травлю в адрес Юлии Высоцкой. Я видел ту программу и могу сказать, в чем ее ошибки. Утка довольно сложный продукт. Еще сложнее готовить ее на угольном мангале. Если бы у Юлии Высоцкой был гриль Карл Вернер, она бы справилась точно так же, как справился сегодня я. И у вас у всех получится все замечательно. Подойдите сюда, посмотрите, какой соус у нас сейчас выйдет. Я немного посолил персики. Необычно, да? Прелесть. Прелесть. И как хорошо, что ни Махеев, ни Хайнц, никто не приготовит вот такой соус. Это только наше с вами. Ну и при помощи, конечно, гриля Карл Вернер. А теперь мы едим вот этот вот шашлык из утиной грудки по-новому. Теперь мы берем кусочек, обмакиваем его, обмакиваем прямо вот сюда, в этот соус, и вот так кушаем. И никому не рассказываю. Боже мой, как это вкусно. А то придут и все съедят. Пока.